Привет, я подумал, что многим эта информация будет полезна, потому что прогресс идет, смартфоны поддерживают суперскоростные зарядки и нужные аксессуары. И я собрал такой комплект и хочу с вами поделиться. Я использую смартфон Poco X3. Этот смартфон обладает специальной скоростной зарядкой, и блок питания, который идет с ним в комплекте, и кабель зарядного устройства. Они поддерживают суперскоростную зарядку, турбозарядка. При этом телефон не нагревается 5 вольт, но 5 ампер. И встал вопрос, чтобы приобрести магнитный кабель. От бренда Koala я нашел такой кабель. У него с одной стороны USB Type-C, с другой стороны магнитный USB Type-C. И чтобы заряжать от родного блока питания, который идет в комплекте с этим смартфоном, мне нужен какой-то USB-переходник. Потому что в родном блоке питания вход USB, а у нас USB Type-C. И я начал искать какой-то комплект и смог найти и проверить, и готов с вами поделиться. Во-первых, кабель, который я нашел, это от бренда Koala. Его цена 9,99. Его преимущество в том, что он способен действительно передавать 100 Вт мощности, заряжать современные макбуки, нетбуки или же планшеты, или же телефоны. При этом без потери производительности, задуманной от этого блока питания в устройство. Переходник я также выбрал непростой. Вот он. На первый взгляд обычный USB на USB Type-C, но действительно любой не подойдет. Он должен уметь проводить через себя ту же самую производительность от зарядки. Поэтому Baseus 3.05 по цене, пожалуйста, заказывайте. Ссылки на шнуры будут в описании под видео, а сейчас тесты. На упаковке переходника заявлено, что максимально 2,4, но действительно пропускает гораздо больше, проверено. Этот переходник полностью выполнен из металла. Здесь цвет металла, здесь окрашен металл, Baseus и внутри USB Type-C. Ну а теперь смотрим кабель. Ребят, когда я достал кабель, я понял, что это действительно то, что нужно. Во-первых, он полностью защищен снаружи обмоткой из ткани. Очень плотный, очень толстый. По сравнению с обычным кабелем, он реально напоминает как будто какая-то веревка. Каждый наконечник очень тяжелый, выполнен из металла. Один наконечник магнитный, он просто тоже огромный. И здесь вот находится микросхема. Помимо всего прочего, здесь еще и находится светодиод. Напомню, что одна часть у нас магнитная, вторая обычная. Этот кабель поддерживает технологию Power Delivery Quick Charge 3.0 и 4.0. Ну и на этом фото это очень хорошо видно, что внутри это не простой шнур, а действительно продуманный, специальный и без потери качества, без потери производительности. Родной зарядкой мой смартфон заряжается час 15. Этим кабелем через мой блок питания заряжается точно так же час 15. Итак, показываю. Сначала вставляю сюда этот переходник. Теперь определяю, где не магнитный. Вставляю. Вот так. Направляю его в 220. На магнитном конце постоянно светится вот такой вот светодиод, и в вечернее время даже очень ярко, что мне не совсем нравится, но он не отключается. Вот так вот и светит. На нем указано 100 Вт проходимость. Сверху наклеена пленочка, но мы ее сейчас снимаем. И очень красивый штекер, мощный. И теперь подключаем к смартфону. После подключения появляется вот такой вот индикатор. Сначала быстрая, а потом появляется две молнии. Это значит, что турбозарядка. Этот метод позволяет мой смартфон безболезненно зарядить за час 15. При этом я всегда смогу быстро его отцепить. Вот так. Смотрите. Оп, зарядка пошла. Теперь продемонстрирую силу этого магнита. Если просто потянуть, ничего, но если вот так вот он крепко держится, то смартфон на нем висит, ребята. Если я дерну, то тоже не спешит отцепиться. Если сильно, то тогда да. Возможно, вас интересует, а поддерживает ли данный кабель передачу данных? Да, ребята, при этом очень быстро. 3.0 без проблем продвигаются все данные по этому кабелю в этот смартфон. Ну а если прикупить отдельно зарядку, в которой вход есть как USB, так и USB Type-C, или же использовать Powerbank, то тогда без всяких переходников можно подключать и заряжать. Сама магнитная насадка в смартфоне держится очень крепко, и чтобы мне ее достать, необходимо приложить очень много усилий.
Гнездо будет защищено, и я буду уверен, что не разобью гнездо, потому что планирую, чтобы этот смартфон прослужил мне не 1 год. Спасибо всем за внимание. Что вы думаете об этих аксессуарах? И не забудьте оценить труды лайком. Всем спасибо, пока.